Всем добрый день! Сегодня поговорим об Энни Леннокс. На мой взгляд, она одна из самых выдающихся британских певиц и композиторов своего времени. Обладательница 3 премий Грэмми и 8 Brit Awards, Энни Леннокс была единственным ребенком в семье прачки и рабочего из пригорода портового шотландского города Абердин. Она выросла в отнюдь не в респектабельном квартале, но по собственному признанию никогда не была социально адаптированной личностью. Она с удовольствием проводила свободное время в одиночестве. Когда ровесницы делали друг другу прически и обменивались помадой, она пела дома перед зеркалом. Несмотря на сложное материальное положение, родители оплачивали дочкины уроки на фортепиано с раннего детства. Ее музыкальную одаренность отмечали и школьные педагоги. Она пела в хоре и занимала призовые места в песенных конкурсах. «У меня было счастливое детство, но сейчас я понимаю, насколько мрачной и тяжелой была жизнь родителей», — говорила сама певица. Лето после окончания школы выпускница провела на фабрике по переработке замороженной рыбы, зарабатывая свои первые самостоятельные деньги. И в 17 лет она подала заявку на грант Королевской академии музыки и выиграла престижное обучение. Она переехала в Лондон, где стала изучать классическую музыку и совершенствовала игру на фортепиано. В свободное время будущая звезда подрабатывала на автомойке, была буфетчицей и официанткой в кафе и ресторанах, где периодически выступала и как певица. При этом студенчество было для нее настолько безрадостным и тяжелым временем, что за несколько дней до выпускных экзаменов она ушла из академии, так и не получив диплом. Она не видела себя в будущем в качестве классического музыканта или преподавателя. И 3 года она провела в поисках себя. В это время у нее был пустой банковский счет, и иногда она умудрялась жить на 3 фунта в неделю. И судьбоносная встреча с ее возлюбленным и будущим партнером по дуэту Дэйвом Стюартом произошла в ресторане «Риппинс», где 22-летняя Энни работала официанткой. Они молниеносно приняли решение жить вместе, и общие интересы к музыке быстро их сплотили. Первая их группа под названием «Туристы» была основана в том же году. При этом они быстро завоевали популярность среди британской публики своим смешением элементов поп-музыки, рока и электроники. Их стиль был ярким и нестандартным, что выделяло их среди других групп того времени. И одной из первых успешных песен группы стала кавер-версия классической композиции Дасти Спрингфилд. Однако, несмотря на относительный успех, группа столкнулась с внутренними проблемами. Конфликты между участниками и финансовые трудности привели к ее распаду в 80-м году. Этот период был временем рефлексии и переосмысления для Энни. Она и Дэйв решили взять паузу от музыкальной деятельности и отправились в путешествие. И во время поездки они как раз и обсуждали идеи для нового проекта. И по возвращении в Лондон они начали работать над созданием Eurythmics. С первых же дней существования нового коллектива было решено, что основным принципом ее существования будет свобода от необходимости идти на компромисс с лейблами, а Стюарт и Леннокс останутся единственными постоянными участниками дуэта. Остальные музыканты будут привлекаться по мере необходимости и возможностей. При этом дуэт также решил не ограничивать себя никакими стилистическими рамками. Насколько высоко метили Eurythmics, стало понятно потому, с кем они решили сотрудничать во время записи своего дебютного альбома. В качестве продюсера был выбран Кони Планк, до этого сотрудничавший с легендарными крауд-коллективами Kraftwerk и New. Несмотря на привлечение тяжелой артиллерии, меланхоличный и холодный синти-поп-альбом был принят довольно прохладно как критиками, так и публикой.
Ни капли не смущенные подобной холодностью, Энни и Дэйв взяли в банке кредит и основали собственную крохотную студию над помещением фабрики по изготовлению рамок для фотографий. Такой подход позволил им существенно экономить на оплате дорогостоящего студийного времени и экспериментировать в волю. С другой стороны, в турне они выступали исключительно вдвоем, используя различное электронное оборудование для воссоздания полномасштабного звучания, и перевозить все это оборудование им приходилось самостоятельно. Примерно в 1982 году такой изматывающий график дал о себе знать. Стюарт был госпитализирован с легочным заболеванием, а Леннокс перенесла нервный срыв. Через год после печальных событий у группы вышла вторая пластинка, озаглавленная «Sweet Dreams», которая полностью изменила отношение аудитории к ним. Одноименная заглавная песня, которая вышла дебютным синглом с альбома, стала исключительным хитом в Британии. Текст песни, полный философских размышлений о смысле жизни и человеческих желаний, вызвал множество интерпретаций и сделал ее культовой. Во многом на успех композиции повлиял специфический и эпатажный видеоклип, в котором вокалистка предстала с короткими волосами, окрашенными в ярко-оранжевый цвет. Кроме того, Стюарт был большим поклонником Бунюэля и Дали, поэтому решил добавить в клип элемент сюрреалистичности в образе коровы, бродящей по студии. Для съемок пришлось даже снять большой подвал, ибо в реальной студии парнокопытная совсем не помещалась. Популярность за океаном не заставила себя долго ждать. Эта песня поднялась в том числе и на вершины американских хит-парадов, а фотография Энни с такой же прической, как и в клипе, украсила обложку журнала Rolling Stone. Дэйв Стюарт рассказал в одном из интервью, что напряжение между уже бывшими любовниками вкупе с безденежьем нередко приводило к ссорам. Собственно, ссорой и началось создание главного хита дуэта. Вдоволь накричавшись, парочка разбрелась по студии. Дэйв слушал свои предыдущие музыкальные наброски, и один из них, а именно басовую партию, неожиданно прокрутил задом наперед. Он звучал так здорово, что Энни тут же начала импровизировать и на ходу сочинять текст. В результате на основе практически одного монотонного рифа и возникла эта песня. В 1983 году они выпускают свой третий альбом. Он стал еще большим коммерческим успехом, чем предыдущий. Главный сингл «Here Comes the Rain Again» занял высокие позиции в чартах многих стран и стал еще одной культовой песней группы. Эта композиция представляет собой лирическую медленную балладу, в которой Энни исследует тему одиночества и эмоциональной боли. В книге песен Дэйва Стюарта рассказывается, что он и Леннокс написали эту песню, когда они жили в отеле Mayflower в Нью-Йорке. Стюарт пишет: «Я был на 46-й улице и купил синтезатор Casio длиной около 20 дюймов с очень маленькими клавишами. Это был пасмурный день, Энни сидела в моей комнате, а я играл небольшой риф на синтезаторе. Я продолжал играть этот риф, а Энни смотрела в окно на серое-серое небо над горизонтом Нью-Йорка. И я просто спел самопроизвольно: снова идет дождь. И это стало все, что нам было нужно. Видите ли, как и во многих песнях, вам нужно всего лишь начать с одной строчки, с одной атмосферы, с одной ноты». В итоге песня была записана в старой церкви, которая была преобразована в студию, куда Энни привела оркестр, которому пришлось импровизировать, играя в коридорах и даже в туалете. В 1985 году они выпускают следующий альбом, который стал еще более экспериментальным и разнообразным. Этот альбом включал несколько успешных синглов. Песня «Would I Lie to You» знаменита своим сотрудничеством с американским музыкантом Стиви Уандером, который исполнил саксофонную партию в песне, а видеоклип на нее, в которой Энни предстает в ярком и дерзком образе, продолжил ее репутацию иконы стиля. Другим важным синглом с альбома стала песня «There Must Be an Angel».
Эта композиция представляет собой лирическую балладу, в которой Энни исследует тему надежды и веры. Снятое для песни музыкальное видео стало одним из целого ряда новаторских и оригинальных для своего времени видеоклипов. В нем Стюарт исполняет роль короля солнца Людовика XIV, а Леннокс появляется в роли придворной певицы, пытающейся развеселить монарха. Сперва Леннокс не вдохновляет Стюарта, но к концу клипа он приходит в восторг от устроенного ей представления. Сестры делают это для себя. Это еще одна знаковая песня 1985 года, записанная совместно с американской певицей Аретой Франклин и евангельским хором Чарльза Уильямса. В 1991 году Леннокс рассказала историю песни. «Однажды утром я проснулась и записала минут за 15 все слова. И я сказала Дэйву, что эта песня нуждается в фантастической женщине, чтобы спеть ее. Я подумала вначале о Тине Тернер, и мы связались с ней, но она нашла содержание песни слишком феминистским. Тогда мы предложили спеть с нами Арете Франклин, которая тут же согласилась, и мы полетели в Детройт. Выпущенный сингл был очень успешным, и эта песня была номинирована на премию Грэмми. Впоследствии кто только ее не исполнял. В 1986 году до своей музыкальной славы Кайли Миноуг и сестра Дани исполнили кавер-версию песни на австралийском телешоу «Молодых талантов». А в 1998 году группа Spice Girls исполнили живую кавер-версию песни в рамках своего тура. Ну а кроме того, песня была исполнена мультипликационным персонажем Лизой Симпсон вместе с Энн и Нэнси Уилсон и тетушками Лизы Петти и Сельмой Бувье, что уже говорит о роли этой песни в истории феминизма. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Традиция выпуска по альбому в год продолжилась и в 1986 году, когда вышел очередной альбом, который позволил им получить премию Грэмми второй год подряд. В этот раз за песню «Missionary Man». Эта песня была написана после развода Леннокс с кришнаитским ламой Радхой Раманом. Брак продержался всего 2 года. Обсуждая вдохновение и смысл песни, Леннокс сказала: «Очевидно, что для меня эта песня имеет личный смысл. И теперь я понимаю, что многие люди, прикрываясь различными религиозными учениями, просто пытаются получить власть над другими людьми». Несмотря на успех, в этот промежуток времени участники группы начали постепенно выходить за рамки работы только в дуэте. Леннокс начала изучать актерское мастерство, а Стюарт – продюсирование. Впрочем, в следующем же году, точно по расписанию, вышел еще один альбом. В этот раз группа двинулась в менее коммерческом направлении, представив коллекцию мрачноватых, почти полностью электронных номеров с более глубокими и личными текстами. В интервью Энни сказала, что предыдущий альбом был ближе к стюартовскому пониманию того, как должны звучать Eurythmics, в то время как в этом альбоме звучит именно ее версия.
so I could climb through the telephone. When it hurts my ears and it hurts my brain and it makes me feel too much, too much, too much, too much. Последней работой группы перед распадом стал альбом, вышедший в 1989 году. Несмотря на то, что пара песен с него по привычке взобралась по лесенке хит-парадов, по альбому было слышно, что Eurythmics утомлены. И это действительно так и было. За 8 лет группа выпустила 8 альбомов, а столь плотный график работы сказался и на отношениях между Леннокс и Стюартом. Инициатором расставания была Леннокс. Она хотела взять творческий отпуск, чтобы завести ребенка и обдумать направление дальнейшего творчества вне рамок дуэта. Стюарт также был не против, и с 90 по 98 год они практически не общались. После успешного периода в составе Eurythmics Энни Леннокс решила сосредоточиться на сольной карьере. Ее первый сольный альбом, выпущенный в 1992 году, стал важной вехой в ее творческом пути. Этот альбом был наполнен глубокими и эмоциональными песнями, которые стали результатом ее многолетних размышлений и жизненного опыта. Одной из ключевых песен альбома стала композиция «Почему?». Текст песни, полный философских вопросов и метафор, вызвал множество интерпретаций и стал одним из самых популярных произведений Энни. Видеоклип на эту песню также имел большой успех, демонстрируя ее элегантный и минималистичный стиль, который стал ее фирменной чертой. И первые строчки хит-парадов подтвердили, что сердца меломанов по-прежнему пребывают в плену ее оригинального таланта и очарования. Успех был нешуточный. Только в Соединенных Штатах этот альбом вскоре стал дважды платиновым, а журнал Rolling Stone включил эту песню в число лучших записей 90-х годов. Ну а букет регалий этого альбома завершают 3 номинации Грэмми. Другой значимой песней с альбома стала композиция «Прогулка по битому стеклу». Эта композиция представляет собой энергичную песню, в которой Энни исследует тему эмоциональной боли и последующего восстановления. Мелодия, основанная на сочетании синтезаторов и струнных инструментов, создает при этом атмосферу драматизма и романтики. Песня также включает участие известных музыкантов, такие как Джордж Майкл и Элтон Джон, что добавило ей дополнительный уровень глубины и популярности. В 1995 году Энни выпускает свой второй сольный альбом, который представлял собой сборник кавер-версий известных песен других авторов. Этот альбом стал важным шагом в ее творческом развитии, демонстрируя ее способность интерпретировать чужие произведения и придавать им новое звучание. Одной из ключевых песен альбома стала кавер-версия песни группы The Lover Speaks. Энни сумела привнести в эту композицию свою уникальную эмоциональность и глубину, что сделало ее одной из самых успешных песен альбома. На почве смерти общего друга Энни и Дэйва, музыканта Пита Кумса, творческая пара снова возобновила взаимодействие и выпустила спустя 10 лет новый альбом. Пластинка достигла 4-го места в английском музыкальном хит-параде, однако после нее они снова разбежались и стали заниматься каждый своим делом. В 2003 году Энни Леннокс выпускает третий сольный альбом, который стал еще более личным и эмоциональным. Он был написан в результате ее размышлений о жизни, любви и человеческих отношениях. Этот альбом был отмечен ярким дизайнерским решением. Леннокс заявила, что хочет показать себя как можно более естественной, поэтому сознательно отказалась от косметики, грима и прочих традиционных атрибутов индустрии красоты. На обложке диска была размещена фотография 48-летней женщины, не стесняющейся себя настоящей.
Одной из ключевых песен альбома стала Pavement Cracks, которая исследует тему разрушения отношений и эмоциональной боли. But it don't show up in the pavement cracks. I can't even cover up my tracks. Год спустя шотландку отметил Оскар. Ее песня Into the West, сочиненная специально к фильму «Властелин колец. Возвращение короля», была названа лучшим саундтреком. В записи трека помогали композитор Говард Шор и Лондонский симфонический оркестр. А позже эта песня удостоилась и долгожданного Грэмми, и Золотого Глобуса. The ships have come to carry you home. В 2007-м она выпустила следующий альбом, который вышел сильно политически заряженным и социально значимым. А песня «Темная дорога» представляла собой драматическую композицию, в которой Энни исследовала тему войны и человеческих страданий. You catch me, I might try to run away. You know I can't be here too long. And if you let me, I might try to make you stay. Seems you never realize a good thing till it's gone. Песня «Sing» стала одной из самых успешных песен альбома и была написана в поддержку борьбы со СПИДом. Энни собрала группу известных женщин-музыкантов, таких как Бейонсе, Шер, Марайя Керри, чтобы вместе записать эту композицию. Она стала символом единства и солидарности в борьбе с этим заболеванием и получила широкую поддержку со стороны общественности. Sing, my sister, sing. Let your voice be heard. В 2014 выходит новый альбом, который представлял собой сборник кавер-версий уже известных джазовых и блюзовых стандартов. Одной из ключевых песен альбома стала кавер-версия песни «Georgia on My Mind». Энни очаровательно сумела привнести в эту композицию свою уникальную эмоциональность и глубину. Sit down, Georgia, Georgia, no peace I find. Этот альбом также включал кавер-версии таких известных песен, как «Summertime» Джорджа Гершвина и «I Put a Spell on You» Джей Хоукинса. Здесь она сумела сохранить оригинальность этих произведений, добавив к ним свой собственный стиль и чувственность. Ну а видеоклипы на эти песни также для многих ее поклонников стали культовыми, демонстрируя ее элегантный и минималистичный подход к визуальной эстетике. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Put a spell on you. В целом сейчас певица отстранилась от творчества, сосредоточившись на общественной деятельности. Она позволяет себе невероятную для нашей информационной эпохи роскошь, выпуская в среднем по диску в пятилетку и записывая исключительно ту музыку, которую хочет сама, а не которая порадует лейбл или понравится каждому от мала до велика. Она в 48 лет разделась для обложки альбома. Она перечисляла все доходы от переиздания песен Eurythmics в 99-м, фонды Greenpeace и Amnesty International. В начале 90-х она на 2 года бросила сочинительство и гастроли ради семьи, а сразу по окончании отпуска взорвала хит-парады пластинкой «Дива». Энни Леннокс получила всевозможные награды и давала концерты в компании со Стингом, Дэвидом Боуи, критиковала Джорджа Буша и Тони Блэра, удостаивалась почетной степени доктора наук от Шотландской Королевской Академии Музыки. Но по большому счету это все ерунда. Главное, эта женщина безмерно талантлива, а ее музыка заряжает недюжиной энергией, и при этом ее музыка остается, по сути, попсой. Да, именно попсой.
того неземного уровня, которого никогда не достичь тысячам других певиц.